Мы поселились под Вроцлавом, во Вроцлавских Белянах. Илья, наш друг, который искал нам эту квартиру, агент по недвижимости, он сказал, что есть хорошие объекты рядом с нами, посмотреть. Он едет сегодня. Я говорю, поехали. Все равно мы договаривались, что будем это делать. В нашем телеграм-канале запрос на контент с недвижимостью, кстати, один из самых популярных. У нас есть телеграм-канал, приходите, там много полезной информации, плюс общение. Все там, вот оттуда люди вот писали, голосовали за недвижимость. Вот мы сейчас поснимаем и сделаем, будем делать обзоры недвижки. То же самое, что мы делали в Варшаве. Спасибо Насте, кстати, на Варшаве много там тоже всего показала, рассказала. Вот эти видео, которые мы в Варшаве снимали про недвижимость, тоже, кстати, многим зашли. И к ней пришли, кстати, покупатели от нас после наших видео. По-моему, 3 человека купило жилье. Вот. Очень здорово, что сводишь адекватных людей с хорошими, качественными специалистами. Думаем про загород, потому что, ну, ближе к городу, понятно, ценники выше. У нас бюджет очень ограниченный. Нам не светят никакие кредиты, вот, никакие ипотеки. Возможно, просто какой-то инвестиционный вариант, потому что те деньги лежат, уже там тают. Ничего не загадываем, просто смотрим, интересно посмотреть объекты, посмотреть на цены, посмотреть, как делают. Вот. Ну и вот вам контент накрентится. Интересно то, что вот в этом случае близняк, но он соединен между собой гаражом. Таким образом, у нас получается очень приватное пространство. То есть обычно стена. Обычно, да, обычно с соседями ты соединен стеной. Там вроде как тоже норм, но тут вообще получается обычный стандартный дом, просто что у вас по стенке гаража идет гараж соседа. Смотри, это то, что мы варшавские близнеки смотрели. Это была одна из самых главных претензий тех людей, которые немножко разбираются, смотрели или пожили в близняках. Это вот именно вот эта стена, что ой, блин, там кто-то шумный, кто-то... Я не думаю, что проблема, если даже стена к стене с соседом, потому что, естественно, застройщик старается делать так, чтобы была хорошая акустическая изоляция. Но так лучше. Так лучше и так да. Редко делают. Главный вопрос – это земля для иностранцев. Для иностранцев можно покупать, это просто квартира. Считается по документам, это просто квартира, никаких разрешений, ничего не надо. И никакого там вспу там за дорогу? В дороге, никаких участий в дороге, ничего нету. Можно купить просто нормально. Без паспорта Польши? Без паспорта Польши, и даже для банка оно называется именно как local мешкальни. В некоторых банках это важно, чтобы это называлось именно квартирой. Тогда легче дают кредит, вот если кредитоваться, то... Пойдем. Это что? Это у нас помпа тепла. Вообще гараж. Начнем с того, что гараж 24,4 квадратных метра. Он широкий. Не в каждом близняке ты заедешь в гараж и откроешь двери с 2 сторон в машине. Здесь спокойно можно зайти, открыть двери с 2 сторон, поставить себе какой-то стеллаж. Тут поставить какие-то там газонокосилку, стулья, потому что у нас дальше идет выход. Идет выход, ключи потом возьму, на огрудок. Получается территория вот въезда и этот огрудок сюда, да? Полностью, да, огрудок огромный. Сколько? Тут порядка 400 квадратных метров. 400 квадратных, еще и туда? Весь участок под домом, порядка 400 квадратных метров. Это уже жилые? Да, это уже жилые дома, и соседний тоже дом куплен. У нас остался на данный момент вот этот дом, и здесь будет достроено еще 2 таких же, точно по такому же проекту, в таком же стандарте. 2 дома будут достроены, ориентировочно конец 26-го, начало 27-го года. Вот где эта кукурузка, тут у нас будут 2 домика. У нас канализации здесь нет центральной, здесь шамба. Вот это единственный момент, который такой... Это и плюс, и минус, для некоторых это является плюсом. Но шамба хорошая, 10 кубов, вывод сразу на улицу, то есть вам не нужно будет запускать машину вовнутрь двора. И плюс можно там доставить датчик, который будет автоматически отправлять сигнал в службу, которая откачивает канализации, и вам даже заниматься, по сути, чем не надо. Люди приедут, откачают по сигналу с датчика и уедут. Только денежку потом заплатите, и все. Поле, обычное поле, оно пока его не переводили в подмешканювку, и, по всей видимости, ближайшие там, ну, несколько лет точно, оно так и останется полем, как и с той стороны, просто будут поля. То есть кукурузку можно пойти себе вечерком. Ну да. Ну, заходим.
Заходим со входа, у нас место под шкаф большой, прихожая и разводка теплого пола. Кстати, интересный момент, что тут теплый пол даже в гараже есть. Там стоит у нас помпа тепла, там у нас водные коммуникации, есть место под подготовку воды, можно поставить станцию подготовки воды. И можно поставить также электронное управление, в каждой комнате регулировать теплоту пола, можно также со смартфона, но это уже дополнительно нужно будет доставлять управление со смартфона. Вот, и проходим дальше. На первом этаже у нас дальше есть санузел, причем санузел с местом под душевую кабину. Это тоже большое преимущество, особенно для людей, у которых есть котики, собачки, ну, собачки в основном лапки помыть после улицы. В некоторых домах нету, только там туалет и руки помыть, а вот чтобы помыть лапки, надо что-то выдумывать. Или на второй этаж нести собаку, или везти с грязными ногами, или на улице где-то придумать место. Но тут уже все продумано, хороший санузел. Интересный момент, что также на первом этаже есть отдельная комната. Сейчас популярно работать из дому, и людям нужен кабинет. И вот на первом этаже классное место либо под кабинет, либо под гардероб. Ну, в общем, есть большая для гардероба. Хорошая, светлая комната, тоже жалко для гардероба такую. Да, под офис идеально, кстати. И еще окошечко, там стол прям под... Да. Окошечки, и на окнах у нас по всему дому ролеты. Вот эти. Снизу у нас они электрически управляются, сверху... нет, снизу у нас... Снизу электрически управляются у нас только с той стороны, только на больших окнах. Все остальные управляются руками, но ролеты на всех окнах. Огромное пространство у нас салон с кухней. Тут у нас место под кухню. Здесь салон и место под камин. Настоящий, на дровах, такой, который создает уют осенью, зимой камин. Не знаю, насколько тепло, но именно уют так точно. У варшавской нашей подруги, вот у агентки. Я смотрел. Да, вот, и у нее камины, она говорит, что топят, и реально тепло, но нормально греет. Факт в том, что не ради тепла скорее это делают. Ну да. Ну и пространство шикарное. И опять же хочу заметить, сколько выводов электричества по потолку, сколько точек света можно сделать. Не надо будет потом штробить что-то. Вообще в этом доме очень много таких моментов продумано, чтобы потом ничего не вскрывать, не штробить, не долбить. Все максимально подготовили. В гараже у нас подготовка под фотовольтаику, под солнечные панели, под охранную систему, доставить только датчики движения, если захотят люди, и можно себе делать уже охранную систему. Светло, вот, забыл как по-русски. Оптоволокно. Оптоволокно, да. Вот. Что по квадратуре вообще? Дом весь 104 квадратных метра. Это именно жилая площадь, и 24,5 квадратных метра гараж. Ну, то есть там почти 130 квадратных метров у нас общая площадь дома с гаражом. Ну и комнаты просторные, большие. Сейчас поднимемся на второй этаж. Заметил прикольный плюс. Видите, выстелен уже сделана отмостка плиткой, уже все застелено. Да, это не каждый делает застройщик. Обычно сразу там... Да. Там просто газончик может быть, редко классно. кто делает. Просто привез себе из этой самой... Привез себе стульчики, столик кинул. Поставил, да. Тут есть свет выведен, выведена вода. Поставили помпу тепла, наружную едностку поставили на улице так, чтобы она нигде не мешала. Ее можно отгородить какой-то там зеленью или заборчиком. Опять же, между соседями приватность, стеночка сделана. Какую-то газонокосилку с этой стороны. Да. Ну да. Сквозняк. Сквозняк страшный. Капец, сегодня холодно просто. Вот у нас фотовольтаика, охранка, все уже выведено. Круто. Там место под подготовку воды. То есть, если захотите поставить там станцию без железивания, что-нибудь такое. Лестница. На второй этаж у нас лестница-времянка. От застройщика лестница не идет. Они готовы доставить ее за дополнительные 15 тысяч злотых. Ну, либо вы на свой вкус и кошелек поставите свою лестницу, которую вам понравится больше. Ну, лестница, да, дополнительный геморрой тоже. 20-ка, если так, 20-ка.
торговать в цену, в принципе. Да? Да. Вот застройщик хорошо торгуется, по поводу лестницы можно просто поговорить в качестве торга. Можно доставить эту лестницу от застройщика. Ага. В принципе, вообще на этот дом есть хороший торг, надо сказать. Прикольно. А сколько? Что вообще по цене? Цена дома 950 тысяч злотых. Угу. Тут у нас 12 минут до границ Вроцлава. Поселок Мниховица. Угу. Инфраструктуры тут как таковой особо. Вот под домом, чтобы пешком в магазин сходить, такого нету. Нужно иметь машину все-таки здесь. Без машины будет сложновато. Детей в школу возит автобус. Вот прямо возле... В школу поселка, да? В школу гминную, в Журавину возит автобус. Классная школа, кстати. Да. Супер школа с такими стадионами, что городские школы позавидуют. Ну да, ну это что, да. Да, еще внешний вид одно дело. Я как уже как родитель, знаю, там надо чекать и воспитателей, и все, учителей. Смотри, все. Смотри, Дима, у меня... Давай сюда подойдем к окну. У меня вот там вот живет начальница. Вон даже домики ее видны. У ее тоже дети, и автобус забирает детей, увозит, привозит из школы. Никаких проблем. Дети довольны, школа классная. Поэтому с этим проблем нет. Но в магазин где-то проехаться, то надо машину. Да, я еще не заметил, да, что подъезжал. Так, это получается комната, ну тут детская, больше похоже на детскую. Две одинаковые комнаты по-моему, по 11 квадратных метров, одна и вторая. То есть у нас на втором этаже 3 спальни, но вы сейчас увидите, какого размера санузел. Сейчас идем. Так, одну комнату посмотрели. Ну что, вот тут самое смотришь, что стены все ровно. Все ровно. Хорошая бригада делала дом, все ровненько, стены, пол, потолки. Плюс к тому же сами материалы дома использовались хорошие. То есть дом сделан добротно, классно. Посмотрим комнаты, наверное, сразу. Да. Вторая такая же комната, одинакового метража, похожей формы. Две детские комнаты, можно сказать. Виды вот такие на поселочек, на огрудок. Может, не всем, да, понравится, что... Ну, мне по кайфу, честно. Может, кому-то не понравится. Ну, что соседи, я имею в виду, вот прямо так. Хотя... Ну, тут... Где их сейчас нет? Где их есть нет? дом, но не окно в окно в любом случае. Ну. Так, ну да. Комнатки небольшие, прям по ощущению, да. И это, по-моему, что-то порядка 13 метров. 13 метров. Ну, под мастер-бедрум, но по моим ощущениям, может быть, не хватает каких-то 3 квадратиков. Но комната хорошей формы, с большим светлым окном. И санузел у нас. Да, ну круто, что 2 маленькие, пускай они маленькие, но зато если дети растут, их потом можно, если особенно мальчик, девочка, их вот, ну, все семейные люди с 2 детьми понимают, дети уже потом, особенно разнополые, хотят эти самые отдельную себе комнату. Подожди, это санузел, это санузел. Это у нас санузел с размером с нормальную комнату в городской квартире. Тут можно поставить вплоть до того, что джакузи. Ну, да, если кто-то хочет. Размер просто огромный. Да. И свое окно к тому. Ну, сразу из ванны за кукурузой и обратно. Такое место под крышей. Поддашек? Поддашье. Ты там его не сделаешь. Ужитковым там низкий потолок, но как дополнительное место для хранения вполне себе. Там лежат несколько уже плит ОСБ. Пол полностью не закрывали по поддашью. Буквально плиты лежат до окошка, которое у нас есть. Там такой небольшой свет окошко. Вот. При желании застилается, кидается плита ОСБ и большое достаточно дополнительное место для хранения. Лестница от застройщика идет. Она уже встроенная. Встроенная, закрывается, красиво, ничего не видно. Давайте надежная лестница. Когда выглядела так, я так стрёмно. Не, она такая прям стабильная. Ого. Ну тут, да, можно. Сейчас на телефон сниму, будет посветлее. Так, Илья говорит, есть еще у этого застройщика еще один дом, я даже не знал сначала, но съездим, чтобы уже все равно в одно видео запилить все вместе, показать. А там дом тоже. Там целая оседля, там широгувки. А что это?
то есть когда близняки, еще больше, то есть не две квартиры в одном доме, а 4, допустим. 4, вот, я в такой, мы с этой Настей, нашей варшавской подругой, ездили, она показывала, и у меня грохнулся контент, я его потерял. Да. И вот там, вот, в 4-мешкальном доме, вот прямо как-то мне так запало, там такая цена была офигенная. Там цены классные, там альтернатива конкретно городской квартире, но там 70 метров квадратных всего лишь. Там, по сути, трешка, которая выстроена в 2 этажа. Но там есть возможность достроить себе 3-й этаж. Но цена хорошая, то есть как альтернатива вот, там квартире в городе. Пока едем на другой объект, можете написать в комментариях, что, как этот объект. Дорого, дешево, плохо, хорошо, криво, косо. Что вы там думаете обычно? А вы же такие специалисты все. Обычно что тут не расскажу, скажу, слышь, вот обожаю этих комментаторов, которые придут, такие, знаете, вот так вот, слышь, я тебе сейчас расскажу. Очень много специалистов. И много настоящих специалистов, а много диванных специалистов. Ну вот узкая здесь дорожка все-таки. Даже вот вдвоем не разъехаться. Вот, но я не знаю, может ее потом расширят. Видите, какая дорога не широкая, поэтому нужно учитывать. Постоянно в видео про недвижимость появляются комментарии, что за реклама, это просто реклама. Ну, во-первых, это больше личные рекомендации через личный опыт, а второе, вот чем всегда хочется спросить этих людей, которые бесятся на рекламу, вот они когда телек смотрят или на ютубе, им вываливается реклама какого-то продукта, я не знаю, там, косметики или еще, они просто гавкают на экран или что? Ну, что у людей в голове? Мы рекомендуем, это личная рекомендация, которая вот мы сами пользовались услугами, плюс это наши хорошие знакомые. Это же круто, это же классно. Это же есть самая классная рекомендация, когда через личный опыт по сарафанному радио. Плюс скидка на услугу по промокоду. Не знаю, что по-моему, одни плюсы. Можете не называть промокод. Просто возьмите контакт и напишите, не будет скидки. Все. Не надо. А если хотите проверить, какая будет цена, то можете не называть скидку, а потом узнать скидку. Вот и все. Круто, что к нам сюда приходят в основном супер адекватные. Это максимально вообще. Спасибо вам всем за поддержку. О! Подъезжаем, походу, это они. Но дорожка здесь пока такая гравиечка. Я думаю, наверное, постелят сюда попозже. Это же дорожку уже здесь постелят. Дорога будет здесь либо асфальт, либо плитка, и на той инвестиции то же самое. Застройщик за свой счет сделает дорогу в ближайшее время тут, потому что тут уже по сути конец стройки. Важный момент, очень важный момент. Вот это все, что мы видим, это строит тот же застройщик, который построил эти дома и тот дом, где мы только что были. Сейчас это я от ветра прячу. И он сюда приезжает. Вот тем домам уже по 15 лет, его люди не бьют, не гоняются за ним, значит все в порядке. Строит хорошо. Это вот это все он фигачит? Да, это все его дома. Этим домам уже по 15 лет. Вот там посвежее домики. Ясно. И вот целая сетка у нас тут 20 квартир такого вот формата. Еще ничего не сдано, да? Вот здесь 2 квартиры продано, осталось у нас 18 квартир. Что за ураган, блин? Значит, квартиры у нас, опять же, они идут как квартира, они не идут как дом, как квартира. 70 квадратных метров на 3 комнаты с отдельной кухней. Ну, тут, конечно, у нас уже сейчас будете видеть по пространству совершенно не так, как в том доме. Но все же мы тут больше будем сравнивать все-таки не с домом, а с квартирой в городе, да. Сколько еще раз общая площадь? 70 и чуть-чуть маленький хвостик. Это то, что вот продается. И есть еще возможность надстроить 30 квадратных метров в поддашье. Хорошо. И как квартира, это значит, что для иностранцев всех без всяких заморочек? Без всяких заморочек. Просто покупается как квартира и все. Прихожая большая, большой шкаф. Проходим. Закрываю. Проходим у нас первый санузел. Опять же, у нас 2 санузла будет, 1-й, 2-й этаж. Но тут простой санузел. Тут у нас будет помпа тепла стоять. Едностка внутренняя. Умывальник и туалет. Больше тут ничего особо не поставишь. Можно что-то там выдумать, но изначально запланировано
именно вот таким вот образом. Так, изначально в доме сделана как бы отдельная кухня на 7,5 квадратных метров. Некоторые ее переделывают под кабинет, некоторые убирают вот эту стену. Она не несущая, обычная перегородка. И можно объединить все это пространство первого этажа в одно большое пространство. Здесь 20 метров салон и 7,5 метров кухня. Получается 27 метров на первом этаже такого пространства под жизнь. Если я хочу сделать там кабинет, а сюда перенести кухню, то нужно... Нужно будет тянуть коммуникации, потому что коммуникации на той стенке. Это можно сделать. Это не то, чтобы невозможно, можно, но что-то надо сделать, приложить силу. Ну, ясно. Это living-room, короче. Да, living-room. Телевизор сюда, там еще какое-то место под хранение можно выдумать. А, можно его зашить? Зашить, да. Сюда телек повесить. Выход, опять же, у нас сделана терраска. Огрудки тут, естественно, небольшие. Но какое-то пространство, поставить бассейн детям. Там, короче... А докуда будет огрудок, кстати? Ну вот у нас от стенки до стенки и посередине. Ага. То есть небольшой, не маленький, место для того, чтобы выйти на улицу, есть. Хорошо, лестницу зато здесь поставили. Да, здесь бетонная лестница уже от застройщика. Ничего доделывать не надо. Одним пролетом она идет у нас на второй этаж. Так, вот поднимаемся. Лестница такая же, смотрю, да? Да, но тут совершенно другое поддашье. Тут реально можно из поддашья сделать дополнительных 30 квадратных метров жилой площади. Отапливается тоже? Смотри, застройщик предлагает это вот прямо сейчас даже сделать, да? И он просит 3000 злотых за квадратный метр дополнительного пространства, это верхнего, туда включен и теплый пол, и окна, ну и, соответственно, стены, все остальное, утепление по крыше. То есть полностью, чтобы под ключ можно было туда заехать. Ясно. Лестница дополнительно. Под лестницу нужно выдумать где-то отрезать немножко кусочек пространства. Подожди, в смысле ставить другую? Ну да, ставить другую, не вот эту вот. Ну, а если ты хочешь сделать ее жилым, тогда надо ставить лестницу нормальную. А если не делать жилым и там не будет отапливаться, холод оттуда не сильно будет съедать? Тут потолок утепленный, как везде, нормально утепленный потолок. То есть само поддашье не утепляется нигде. Утепляется потолок и отрезается утеплением холодное теплое пространство. Таким. Если жилым делаем, то они утеплятся. Утеплят крышу, врежут окна большие, сделают теплый пол. Там в зависимости от того, какого ты хочешь формата это все сделать, от 3 до 3,5 тысяч. Можно это не делать, оставить на потом, сделать самим, как угодно. Ясно. Ну я потом сниму, давай сначала это сам прикольно. Слушай, это прикольно. А насколько там квадратов увеличится? 30 квадратов. 30? То есть дом получится 100 квадратов. Ого. То есть теоретически этот дом так можно это сделать... как раз офис вот там можно. Можно. Вот туда можно даже вынести лазенку, то есть санузел. Можно еще один сделать санузел сверху. Там вот такие вот балки перекрытия. Мы ходили в квартиру, которую так переделывают, там делают дополнительный этаж, и там реально спокойно это можно сделать. Единственное, что они откусили кусок, естественно, одной из комнат под лестницей. Ясно. А так, здесь две большие комнаты, достаточно 12 квадратов и 12 с копейками, 11 с копейками квадратов, две спальные комнаты стандартно на втором этаже. По ощущениям комната больше. И, я не знаю, больше нет, но у нее геометрия прикольная. Да. То есть она квадратная и даже, да. Света хватает. Ну и, я так понимаю, детская комната, 11,5 метров квадратных. Тоже неплохой формы. Не такая квадратная, но ровная. Да. Понятная. Без скосов. Весь второй этаж у нас идет без скосов. Ага. Ролеты опять же на всех окнах. Вот. Ну и санузел. 4,70 санузел у нас на втором этаже. Так, тут запланировано под ванную. Что-то темно. Да. Ага. Ну. Запланирована ванна здесь. Как стандартно. Туалет, стиральная машина. Ну да. Не маленькая, хорошая комната, 4,7 метра. Ванна, ты говоришь, запланирована, да? Да, тут запланировано под ванной. Ну она по ощущениям меньше, чем там, она так и меньше, да? Там даже по квадратам она почти в 2 раза меньше. Ну да. Ну так, ясно, сейчас полезу наверх, сниму.
Обалдеть, смотрите, тут реально 2 комнаты большие. Либо я вообще прикидываю супер living-room, знаешь, проектор, диван огромный. Я видел на продаже у людей. Вау. Да, очень, очень классно. Там эти углы можно зашить шкафами для storage place, где хранить всякие вот такие вещи. А центр можно вообще прям очень, ну, круто, слушайте, блин, прикольно. Ну, классно, Варик. Что это самое, что по ценам? Цены здесь от 630 тысяч до 670 тысяч. 670 тысяч это когда у тебя больше огрудок, то есть вот здесь у нас будут огрудки Г-образные такие. Тут больше места будет на зелень, на там, бассейнчик, на что-то еще. И средние сегменты, там где ты с 2 сторон ограничен соседями, по 630 тысяч. Опять же, этот человек, застройщик, неплохо торгуется, можно разговаривать. Вот. Такие ценники. 630 дорожки будут сделаны. Асфальт, либо плитка будет проведена под самое оседле. Ну и за такие деньги, в принципе, в городе, ну, двушку купишь. Ага. Это получается 630 тысяч за 70 квадратов с возможностью расширения до 100. Да. Что думаете? Пишите в комментариях. Интересно кому. Мне нравится. Ну, конечно, понятно, что цена, но мне кажется, это вообще классный вариант. Именно баланс между квартирами. Сколько здесь? 4 квартиры, да? 4 квартиры, да. Каждый дом на 4 квартиры. И у нас 5 домов. Прикольно. Слушай, а если вот, к примеру, ну, на перспективу условно сдать вообще здесь, насколько перспективно будет? И за какую цену вот такую дом, квартиру? Надо изучать, конечно, рынок, но я думаю, что 1004, мне кажется, 3,5 можно будет сдать. Но лучше, конечно, изучить этот вопрос перед тем, как покупать с инвестиционной целью. Но точно реально сдать. Люди ищут такие дома, потому что у людей большие семьи. В городе снять что-то за адекватные деньги, вместиться в маленькую квартиру сложно. Люди ищут варианты, чтобы где-то было и пространство, и цена была адекватная. Ясно. У тебя по опыту, ну, ты искал? Да, запрос такой есть, да? Запрос есть на дома. Единственное, что вот на таком расстоянии от города я не сдавал квартиры. Ну, тут сколько у нас? Тут, в принципе, не очень далеко. Тут до города в минут, наверное, 15. Это за Сихницами мы находимся тут. Так, по сути, как у нас с Белян. Плюс-минус. Ну, все-таки Беляны это такой там, да, пример. там скокнул сразу на Вроцлавскую, ты как бы практически, да. Но плюс-минус там 10 минут. Это что-то похоже, да. Это что-то похоже. Да, тут важный момент, тут еще нужно докупать паркоместо под машину. Здесь будет ряд паркомест, и паркоместо стоит 10 тысяч злотых. Вот, может, паркоместо в подарок можно себе попробовать. Понятно. Ясно? Хорошо. Пишите, надо еще таких обзоров. Мы можем с Ильей на такого наколотить штук 1 030 000, 27, 15, 16, 10, все.